Здравствуйте, дорогие мои любимые подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королей. Почему-то именно 4 короля у меня и 4 королевы продвигаются лучше на канале YouTube. Да? Ну, давайте посмотрим его планы на вас. И, как обычно, я беру преддиагностику. Спасибо, дорогие мои, кто пишет мне комментарии. Вот Рима на Дзене, это просто ваши комментарии, прям целая поэма, да, очень хорошие комментарии вы мне пишете. Благодарю вас за это. Ну и, конечно, другие девочки, те, которые пишут, тоже вам большая моя благодарность. И, конечно же, всего самого лучшего. Давайте посмотрим его планы на вас. Так, какой король у нас выйдет первым, какая атмосфера у него, его состояние сейчас, на данный момент. Так, и ни один король не хочет выходить пока, да? Интересно. Спрятались все 4 короля. Так, вот. Выходит один король. Это король мечей. И сейчас у него идет какие-то перемены. Здесь, конечно, могут быть перемены в профессии. Человек может, например, стать врачом, или если он врач, какие-то перемены в этой области, целителем, да, ну или другие какие-то специальности, похожие на то, что я говорю. У него идут какие-то изменения. Также это может говориться о том, что у него поворачивается судьба в сторону того, что он от чего-то излечится. Или сам, ну вот как я уже сказала, начнет целить или лечить. Очень хорошие карты, они показывают, что человек выходит на новый уровень. Да? Тот, кто начинает, как говорится, контролировать все свои стихии, тот, который держит в равновесии свои таланты и прочие, ну, как бы говоря, ресурсы, которыми он может управлять. Да? Вот так. Ну, сам король мечей, он и на самом деле человек логический достаточно, умный. Вот, поэтому... Ну, хорошая карта у него сейчас, на данный момент. Следующий король выходит, король жезловый. И здесь он показывает, он идет в сторону какого-то нового шанса, скорее всего, в своей жизни. Да? То есть он думает над тем, нужно ли ему что-то менять, возможно, идти, может, к новому шансу какому-то. Вот он об этом думает. Позади в него карта справедливости, где он настороженно относится к предоставленному ему шансу. То есть ему, может быть, поступило какое-то также предложение, и он думает, взвешивает, надо его принимать, не надо, в какую сторону ему идти. Но эта карта уже не, это уже карта высокого значения, старшего аркана. Поэтому это будет судьбоносное решение какое-то в его жизни. Давайте следующего посмотрим. Какой у нас следующий король? И следующий король у нас король Пентаклей. Он хочет идти, конечно же, к любви, завоевывать кого-то, возможно, вас, да, и может даже предложить руку и сердце. Но здесь однозначно человек решительно настроен идти в сторону сотрудничества, в сторону любви. Ну или в сторону договоренностей, да, смотря в какой сфере
это может относиться. У всех по-разному. Не забываем, что расклады общие. Если он хочет, например, связанное с его финансовой деятельностью, с работой, то здесь он будет добиваться своей цели путем переговоров. Если это касается любви, он будет завоевывать любимого человека и предлагать серьезные отношения. То есть здесь вот такое состояние этого мужчины. То есть он настроен решительно, настроен на что-то, на какие-то действия. И король чаш, король чаш здесь у нас выходит в состоянии качелей, не знает, в какую сторону ему идти. Тут он зависим от финансов своих родственников, и здесь это как бы сторона больше темная, нежели светлая, так карты показывают. Но как бы зависимости всегда в картах это не есть хорошо. Да? Ну, карты, они нас учат жизни. Вот настолько нам дано вот это подспорье жизненное, да, каждому человеку. Они нас учат быть мудрей, принимать правильное решение для того, чтобы мы были счастливы. Вот. Но здесь он стоит на тоже, ну, как бы думает, в какую сторону ему идти. Но зависимости есть, зависимости от финансов родственников. Конфликты могут быть с родственниками по поводу финансов, ну и прочее. Но нам интересно другой вопрос. Мы спрашиваем его планы на вас. Я хочу спросить у короля мечей, короля воздушной стихии, какие планы у него на вас. Хорошие карты. Они говорят о серьезных отношениях. У некоторых это может быть уже брак какой-то. И ваш мужчина готов вам помочь финансово, готов вам помочь или оказать любую услугу для вас, да? Вот, может быть, будут у вас перемены. Может, он думает о том, что если я буду ей оказывать какие-то знаки внимания или оказывать помощь, то у нас изменится что-то в отношениях, в любви будут какие-то перемены. Да, если у кого-то был застой, то может быть какая-то искорка, ну, появится. Вот это его планы на вас. Так, у меня тут кошка, сейчас минуточку. Так, ну, планы его понятны, очень хорошие планы. Давайте посмотрим его состояние. Что у него на душе сейчас? Хочет быть победителем, да? Хочет прийти к вам на коне. Но не знает, как это сделать. Он хочет решить все ваши проблемы, но не знает, как это сделать. Он везде как бы связан. Он хотел бы быть таким вот, да, победителем, добившимся чего-то в этой жизни. Ну, или если вот у него есть такой момент, что идти к новым каким-то направлениям в своей жизни, то не видит как. То есть он готов быть там, где он есть, но понимает, что, скорее всего, победителем он не станет там, где он сейчас есть. Вот так. Что он будет делать? Что он будет делать? По отношению к вам, да. Здесь очень много на финансах завязано. Смотрите, одни пентаклевые масти, да, они говорят о зависимости материальной. Здесь, конечно, таких ярких карт не вышло материальной зависимости, но то, что между вами отношения где-то больше подстроены на материальном, это видно. Обратите на это внимание, это видно.
Есть духовная связь, есть то, что вас связывает между собой. Он понимает, что он будет идти в сторону того, что как бы ему, ну, где-то у вас как бы какие-то в отношениях конфликты или там разногласия не были, он будет все равно тащить то, что ему положено. Да? Здесь, конечно, карта обязательств не вышла, но тем не менее я вижу, что этот человек думает, что деньгами он сможет изменить какую-то ситуацию в ваших отношениях. Он будет стараться, он будет работать над тем, чтобы искать каких-то новых клиентов, получать, ну, как бы зарабатывать больше денег, да, он будет к этому идти на самом деле. Потому что это для него, вот именно для этого короля, это комфорт для него, это для него почва под ногами. Ну вот пришла такая энергетика, да. Все это от того, скорее всего, да, как вот мы уже видели, от того, что он хочет вам материально помочь. Ну или как-то не обязательно, ну больше материально. Вот какие у него планы. Здесь больше, конечно, показывается ситуация в отношении людей, которые вместе, которые достаточно, может быть, даже долгое время вместе уже прошли огонь и воду, да. И уже вот, ну, человек, любовных карт особых нет, но он считает, что если будет вам помогать, то и отношения между вами будут меняться и в любви. Ну, в принципе, да, можно и так сказать, потому что я уже говорила, деньги и любовь – это один и тот же канал. Итак, давайте посмотрим, что в итоге, будет ли он осуществлять свои планы. Ну, он будет, да, конечно же, он будет рыцарем жезлов, он будет идти к переменам, прикладывать в эту сторону усилия, да, к тому, чтобы вам помочь, он будет действовать. Он не оставит свои вот эти планы, он будет действовать в этом направлении. Давайте дальше посмотрим следующего короля. Я делаю небольшие такие раскладики на 4 королей. Ой-ой-ой, их все-таки 4. Иначе у меня много энергии, да, будет уходить. Так, давайте посмотрим. Его планы на вас, этого короля жезлов. Какие у него планы на вас? Между вами был конфликт или разрушение, он хочет с вами помириться, хочет исцелить то, что было между вами. Вот его планы собрать то, что было разрушено, может быть, вывести отношения на новый уровень, обновить отношения. Вот его такие планы. Он хочет собрать то, что развалилось, он хочет излечить то, что развалилось, хочет, как бы, может быть, тоже какую-то определенную помощь, да, залечить раны, вот, только вот в этом. Здесь хорошие, в принципе, у него планы, да, такие. Потому что, как вы видите вот на этой карте, да, ни вам не хорошо, ни ему не хорошо. Видите, ему, ну, может быть, даже между вами-то незначительное что-то произошло, но и вы, и он мучаются. Так, что у него на душе сейчас посмотрим. Вспоминает прошлое, да, вот видите. Вспоминает прошлое, когда вы были с ним счастливы. И во сне ему, может быть, это снится, да, может быть, даже среди ночи он вскакивает от воспоминаний своего прошлого. От того, как ему было хорошо в прошлом, от того, что у него был подарок, вот ваше прошлое – это подарок,
который для него был, он это прекрасно осознает. И видите, фонарь горит именно в прошлом. То есть там где-то свет, где-то в прошлом что-то сделали не так. Наше будущее, как я уже говорила, складывается из настоящего, то, что мы делаем сейчас, потому что это становится прошлым. И из прошлого, то есть то, что мы там сделали, вот будущее у нас, мы уже меняем свое будущее и идем по определенной траектории, да, нашей судьбы. Мы можем мы можем выбрать любой вариант. Всего говорят в пространстве 11, да, 11 пространств. И можно выбирать, в какую сторону мы пойдем, и это будет как бы направлять наше будущее к определенному нашему будущему. Не знаю, понимаете, о чем я говорю, но надеюсь, что да. Поэтому сейчас вы уже можете решать, каким будет ваше будущее. А здесь человек вспоминает прошлое, что сделано было что-то не так, и он пошел не по той плоскости, по которой хотел бы пойти. Что он будет делать? Он хочет помириться, смотрите, вот и этот человек хочет быть победителем, но у него это получится. Этот человек, он вообще может стать завоевателем мира. Ну, это, конечно, мне просто сейчас пришло такая трактовка, а вообще человек, который может быть издалека, который может быть военным, который может быть иметь какую-то такую высокую должность, который будет идти к этому и станет победителем. Вот он будет идти к этому. В любом случае он будет идти к миру. И здесь у него в голове планы исцелить, да, вот эти вот ваши моменты. И здесь он хочет помириться, потому что мир – это помириться, это излечиться. Это когда все стихии в равновесии находятся. Конечно, когда его что-то в прошлом держит, он не может находиться в равновесии. А здесь он хочет изменить эту ситуацию. Он будет идти к тому, чтобы быть достойным человеком, я даже вот так вот скажу, он хочет быть императором, но для этого ему нужно победить что-то вначале. Может быть, победить в какой-то борьбе, может быть, ну, самому себе принять такое решение и уже потом идти завоевывать вас, да? То есть здесь ему нужно вначале, перед тем, как он достигнет вот этих двух высших арканов мира и императора, ему нужно вначале с чем-то справиться, стать победителем. Это может быть победитель и по силе духа, и по тому, что является энергия для того, чтобы что-то делать. У него эта энергия обязательно будет. Ну и давайте посмотрим в итоге, да, что в итоге, к чему его планы приведут. Приведут ли к чему-то. Пока он не может двигаться. Он в чем-то, видимо, ограничен, да. Пока сейчас застой какой-то у него, он пока не победитель. Я уже говорю, вот эти карты, они могут быть только тогда осуществлены, когда он станет победителем, когда он почувствует себя на коне. Вот. И, возможно, сейчас этот мужчина слышит то, что мы ментально, да, то, что мы раскладываем и говорим, и будет к этому идти. Тогда вот эта ситуация с четверкой мечей, когда нет возможности делать, когда человек, может быть, ждет какое-то время или какое-то время он просто бездействует, тогда, может быть, изменится эта ситуация. Но пока вот так. Ну что ж, давайте дальше посмотрим следующего короля.
Конечно, все задатки у этого человека есть стать императором, но он что-то пока почему-то бездействует. Ладно, хорошо, давайте следующего короля посмотрим. Его планы на вас у короля Пентаклей или короля земной стихии. Этот человек находится перед выбором он находится. Он не знает, куда ему идти. Он не видит, куда ему идти. Да? На классической колоде Таро эта карта двойки мечей показывает, что человек с закрытыми глазами, и он не видит. Он сложил оружие, он не видит, куда ему идти. Но он просто, может быть, ожидает чего-то, пытается поймать свое равновесие, ждет, когда колесо фортуны повернется, а это колесо вышло. И он ждет, когда к нему повернется в лучшую сторону колесо фортуны. Он не хочет где-то предпринимать каких-то шагов, где-то хитрить, где-то манипулировать. Он этого, скорее всего, не хочет. Он хочет просто подождать пока, когда колесо фортуны повернется в его сторону. Здесь может, конечно, по двойке быть выбор из двух женщин, из двух, кого как. Поэтому человек пока планирует переждать, так скажем. Давайте его состояние сейчас посмотрим. Так, тоже выбор. Человек тоже находится перед выбором. Здесь он полностью в сомнениях, в терзаниях каких-то. Может быть, он даже женат и думает о том, что, в принципе, все устраивает, да, так как есть. Я могу быть один где-то, наедине с собой, подумать, поразмыслить о чем-то. Вот. Никто мне не мешает. Вот. Здесь такое. Человек углубился в себя. Но я еще с другой трактовки скажу, как я это вижу, что он сейчас пытается духовно вырасти. Он сейчас духовно растет. А может быть, сейчас он понимает ценность в семье, да, что такое семья. Он духовно начинает подниматься и расти. Он заглядывает в себя и что-то начал понимать. Вот в чем момент. И давайте посмотрим, что он будет делать. Сразу 3 карты вышло. Так. Здесь он, конечно, будет действовать. У него появится энергия. То есть он сейчас, если где-то остывает, молчит, ничего не предпринимает, то у него появится энергия действовать. Он хочет, как это сказать, он хочет, может быть, какого-то праздника, он, может быть, позовет вас на какой-то праздник. Здесь также, вот опять мне намек на то, что человек может быть женат, и что у него есть отношения, да, с кем-то еще, и обязательства перед кем-то. И вот если у него есть эти обязательства, он будет их выполнять. То есть здесь мне все-таки намеки, я не вижу здесь ни одной королевы, но намеки на то, что есть еще кто-то, не один человек, то, что уже энергетика такая, да, не любовная, а более такая остывшая, здесь я вижу, здесь есть такой момент. Я хочу спросить, к чему это все приведет? Так как я вижу, что человек особо ничего не планирует, да, просто ждет, выжидает чего-то, может быть, полагается на свою судьбу, куда это все, этот треугольник, например, приведет, к чему. Давайте спросим у карт, к чему это все приведет. А вот видите, королева Пентаклей, то есть это его, скорее всего, супруга, он тоже король Пентаклевый.
либо это его супруга, если этот расклад у тех, у которых есть кто-то. Если смотрят те, у которых мужчина свободен, то я могу сказать, что он сейчас раздумывает над серьезными отношениями с какой-то королевой Пентаклей. И может быть, это королева вы. И вот в этом случае он готовит вам какой-то праздник с серьезным предложением. Да? То есть туз жезлов – это всегда смена статуса, вывод отношений на какой-то новый уровень. Вот. Поэтому я вот так вам скажу. Здесь может быть и так, кому как отзовется. Давайте дальше посмотрим. И следующий король у нас король чаш, король водной стихии. Мы спросим у него его планы на вас. Ух, какая карта. И сегодня часто она выходит, да, смотрите, да, здесь часто выходит эта карта. Король чаш говорит о том, что то, что происходит в его жизни, он не может победить. Вот он не может стать победителем, к сожалению. Он понимает, что в ваших отношениях он не сможет либо победить, либо не победил. Он сейчас может находиться вот в плохом состоянии души. Давайте посмотрим, что у него в душе. Да, здесь, конечно, не очень хорошая карта. Ух ты, здесь какая-то королева Пентаклей у него есть, смотрите. Может быть, это его мама. Ну, какая-то родственница, которую он любит. Королева Пентаклей в предыдущем, да, раскладе тоже вышла. Есть у него любовь к королеве Пентаклей, может быть, скрытая любовь. Может быть, прячет от вас, что у него кто-то есть, да? Может, это вы сами, это королева Пентаклей, и тогда он вас любит. Смотрите, выходит зависимость, дьявол. Здесь может даже больше быть зависимость от этой женщины у него, да? Он от нее чем-то зависит. Вот эта карта не зря. То есть здесь не то, что вот любовь такая, да, ну как бы очень сильная, да, которая там к чему-то приводит, а именно больше эмоции вот какие-то в отношении этой женщины. Очень эмоциональная она может быть, этот человек. Ну и он от нее чем-то зависит. Он не умеет снимать оковы, он не может избавляться от зависимости. Вот такой момент. Он не хочет быть, даже вот знаете, он не хочет бороться. У него есть все шансы стать победителем, идти по чистой стороне своей жизни, а он не хочет просто бороться или не знает как, из-за зависимости вот в отношении какой-то королевы Пентаклей. Если вы это королева Пентаклей, то вы его подавляете, и я еще скажу, что у вас есть дисбаланс в отношениях, и вы его подавляете. Что будет делать этот мужчина? Что он будет делать? Вообще, или будет ли что-то делать, или не будет он что-то делать? Опять дьявол вышел в итоге, да? Он, скорее всего, не будет ничего делать. Он в ограничениях, он в зависимостях сейчас находится.
Да. Может быть, в зависимости от ребенка тоже. Чего-то переживает за детей где-то. Вот такая тоже может быть линия. Я говорю все возможные варианты, которые мне приходят на данный момент. Вы уже берете что-то для себя, не все обязательно вы берете, а что-то берете для себя, что-то нет, да? И в целом потом находите какую-то подсказку, потому что итог мы всегда берем или совет, а сейчас я хочу взять итог, к чему это все приведет. Человек что-то отрубит в своей жизни, скорее всего. Я хочу взять, посмотреть, что... Или он возьмет меч справедливости. Смотрите, этот человек начнет действовать, да. Он начнет действовать. Конечно, здесь не жезловая карта, энергия страсти, энергия огня. Нет, здесь больше холодного рассудка энергия. И он примет решение, видимо, своим рассудком, оставить все, что было, и идти к новому. То есть, если это королева Пентаклей не вы, он все равно попытается оставить ее и идти к новым берегам. Там, где его ждет любовь, несмотря на те препятствия, которые у него на пути будут. Он будет готов бороться со всеми препятствиями. Вот таким вот образом. Тогда, возможно, он и станет победителем. Вот, ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч. И еще хочу сказать, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Там я, ссылки на видео свои даю. Может быть, если вы хотите написать там, можете писать там. Что-то я там создала чат, можете что-нибудь там писать. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.